Сегодня очень простой рецепт, который мы приготовим из индейки. Также отлично подойдет куриное филе. В общем, любая птица, и самое главное, будет очень сочно. Это как раз те рецепты, которые нравятся всем. Всем привет, меня зовут Мария Мироневич. Начинаем готовить. Я взяла килограмм филе грудки индейки и нарезаю его на полосочки, где-то сантиметр-полтора толщиной. Для того, чтобы мясо было вкусным, красивым и ароматным, добавляю специи. Немного перчу, у меня смесь перцев, сладкая паприка, 1 чайная ложка, половина чайной ложки базилика, чайная ложка красивой куркумы, половинка чайной ложки орегано и чайная ложка ароматной карри. Остается всего лишь перемешать мясо с таким красивым и простым маринадом. Интенсивно перемешиваю мясо со специями. Еще понадобится 1 яйцо. Я его разбиваю и отправляю на сепаратор. Если у вас нету такой специальной штуковины, вы можете обычнейшим способом отделить белки от желтков. Нам понадобится только белок. На килограмм филе добавляю 1 белок яйца. Еще разочек хорошенько перемешиваю для того, чтобы наш белок обволок все мясо. И оно будет невероятно нежным и сочным. Именно таким, как нам всем и нравится. На сковородку я уже отправила 30 граммов сливочного масла и включила средний огонь для того, чтобы оно растопилось. 4 средние луковицы нарезаю на вот такие ломтики. Сильно мелко лук нарезать нам не нужно. Ломтики лука отправляю в разогретое сливочное масло и продолжаю готовить на среднем огне. У меня 200 граммов вешенок, а вы можете использовать любые грибы, которые есть у вас. Нарезаю их достаточно крупно, где-то по сантиметру толщиной. Мелко нам не нужно. Грибочки уже нарезаны, соединяем их с луком. Теперь я увеличиваю огонь до максимального. И, естественно, чтобы ничего не пригорело, буду постоянно помешивать до того, как лук зазолотится. Прошло буквально 3 минутки, овощи выглядят вот так замечательно. Они еще не готовы, но просто супер красивые. А мы с вами возвращаемся к мясу. Перед тем, как отправлять на сковороду, добавляю столовую ложку кукурузного крахмала. И, конечно же, интенсивно перемешиваю. Это еще один из секретов того, как получить сочное либо куриное филе, либо филе индейки. Сковорода на среднем огне, и по несколько кусочков за раз отправляем наше филе на сковороду. Для чего это нужно? Почему нельзя добавить все сразу? Элементарно для того, чтобы все у нас не слиплось, когда мы будем готовить, потому что мы добавили и белок, и крахмал. Аккуратно сейчас добавлю несколько кусочков, перемешиваю все это с луком, грибами. И таким образом ввожу в сковороду все мясо по несколько кусочков. Все кусочки я уже добавила, перемешала. Увеличиваю огонь чуть выше среднего. И также при помешивании жду, пока вся индейка станет вот такой. То есть она схватится, побелеет. Это именно то состояние, которое нам нужно поймать для того, чтобы она была сочная. Ну и, конечно же, ее не передержать. Индейка выглядит просто отлично. Она даже немного зазолотилась. Добавляю 200 мл молока. Вы можете использовать воду, сливки, в общем, все, что вам придется по вкусу и то, что есть у вас в холодильнике. Остается накрыть нашу вкусную и сочную индейку крышкой, и я убавляю огонь ниже минимального. Оставляю под крышкой на 10 минут. За 2 минуты до готовности снимаю крышку и присаливаю. Делаем это, конечно же, по вкусу. Хорошенько перемешиваю, вы видите, насколько уже видно сочным получается индейка. Мясо, ну просто превосходное. Остается все это домешать, накрыть крышкой и оставить на те самые 2 минутки, и все будет готово. Наша сочная индейка готова. Остается открыть крышку и, конечно же, скорее отправить такой прекрасный, вкусный, простой в приготовлении ужин на тарелку. Посмотрите, какая она получается красивая, ну
просто красивый цвет. Она получается невероятно сочной. И, конечно же, лук и грибы, которые мы с вами добавили, придают замечательный вкус и аромат. Это один из шикарнейших простых приготовлений вариантов ужина. Рекомендую его, конечно же, подавать со свежей зеленью. И на гарнир вы можете приготовить спагетти, рис, гречку или просто овощной салат. Такой вариант ужина всегда беспроигрышный. Приятного аппетита! Я очень надеюсь, что сегодняшний рецепт вам очень понравился. Если это так, не забывайте ставить лайки. Конечно же, пишите ваши отзывы в комментариях. Это всегда меня очень сильно радует и вдохновляет на новые кулинарные свершения. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви и добра.